Ровно год назад я вышел перед Купаловским театром и принял для себя решение, которое не мог не принять. Если бы я не сделал тогда то, что должен, то презирал бы себя всегда. Этот год был как один день, но очень сложный и противоречивый. Я на всю жизнь запомню 14 августа 2020 года, когда вместе с представителями 12 минских театров мы вышли перед историческим зданием Купаловского театра. И я сказал то, что обязан был сказать. Мне соромно, але я ганаруся. Мне стало соромно, калі сёння раніцай побачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: мне соромно, што я беларус. Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне мець сваё ўласнае меркаванне і хоча, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі. И сегодня я горжусь, что я белорус, принадлежу к белорусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, многие годы посвятивший себя служению Беларуси, хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединено одним – верой в Беларусь. Меня часто спрашивают, жалею ли я о том, что сделал. Нет, нисколько, ни секунды, ни мгновения. Я не жалею ни о чем из того, что я сделал в тот день. И я буду бороться за правду и справедливость, за новую Беларусь, насколько мне хватит сил и энергии. Я хочу, чтобы мы помнили те дни, когда каждый из нас принимал важнейшие для себя решения. К сожалению, сотни тысяч белорусов репрессированы. Тысячи белорусов в настоящее время находятся в тюрьмах. Мы не можем забыть это и перевернуть страницу. Мы должны помнить об этом и делать все для скорейшего освобождения политических заключенных и восстановления прав и свобод в нашей стране. Мы все должны быть готовы к такому же, как тогда, решающему выходу на улицы городов нашей страны. Но для того, чтобы уже никогда не упустить ту победу, до которой мы дотронулись, которая, как кажется, уже была в наших руках. Давайте поддерживать друг друга, не жалеть о том, что мы сделали, а каждый день приближать тот момент, когда мы станем свободными людьми в новой Беларуси. Беларусь – наша страна, наша защитница и наша душа, которая никогда не забудет свой народ и которая поможет нам превозмочь боль, страх и обиды. История нашей родной батьківщини не единожды нам доказывает, что мы сможем победить. Нелегитимная власть открыла ящик Пандоры, когда начала и продолжает совершать огромное количество преступлений в отношении народа Беларуси. Я решил, что на сегодняшний день вельми важным было поставить питание об отставке министра внутренних справ Республики Беларусь, наместника министра внутренних справ, який отказывает за громадский порядок в нашей краине, начальника департамента по виконанию по турмам и по всіх установам, где знаходяться затримані. Бо фактично і вони допустили порушення законодавства Республіки Білорусь відносно громадян Республіки Білорусь. Немагчыма собі уявити ні у відносинах особи, яка не отримала відповідне рішення, ні у відносинах навіть той особи, яка вже сказана, чи покарана таких діянь. Чи можемо ми уявити сьогодні, коли катують звиклих громадян на міліцейському участку, кладуть їх на землю тваром і б'ють дубинками? Ці гэта магчыма? Мы готовы з гэтым пагадзіцца? Я не могу. І вось менавіта ў гэты момант я перайшоў па гэты пералом. Я не могу з гэтым пагадзіцца, бо я грамадзянин Беларуси. Я ганаруся тем, что я белорус. Такая власть существовать не сможет. Она обречена на погибель и забвение. Невозможно совершать преступления против народа и не понести за это ответственность. Мы сделаем все, чтобы преступники во главе с диктатором были привлечены к ответственности за свои преступления. Но все те, кто придет с повинной, кто не совершал преступления во власти, смогут жить в свободной стране. А остальные? Ну что ж, их ждет Международный суд в Гааге, как нацистских преступников ждал их Нюрнберг. История неумолимо приведет их к этому. И главное,
Я также горжусь тем, что я белорус. Я не планирую сдаваться. Я буду бороться до победы и призываю всех белорусов делать это. Живе Беларусь! И я кажу сёння, пахне чабор, пахне вечно.